Дорогие мои подписчики и гости канала, сегодня необычное видео, поскольку за время канала я поняла, что у некоторых возникают проблемы с просмотром видео именно хобби мастер-классов, поскольку не всегда знают, как правильно пользоваться YouTube каналом, поэтому сегодня хотела бы кому-то помочь, возможно, кому-то это будет необходимо. Значит, мы открываем, я, например, вхожу через Google, вы открываете первую главную страницу, у меня, например, здесь сохранена вкладка на YouTube, вы можете сделать так, набрать YouTube, набрали ваш, открывается YouTube, и открывается ваша страница на YouTube. Я открыла не канал сейчас, а открыла другого пользователя. Значит, вот главная страница YouTube. Ну и главное, вот ваши подписки. Вот, пожалуйста, подписки, разные каналы. Вот мой канал «Вяжем вместе». Я его открываю сейчас. Открывается канал. Вот главная страница моего канала. Вы думаете, если что, вы увидите все видео сейчас? Нет, на этой странице вы можете не увидеть все видео, которые существуют на моем канале. Поэтому вам нужно открыть не главную, а вкладку «Видео». Вы ее открываете. Вот здесь вы уже увидите все видео, которые я создавала. На основании некоторых комментариев под видео сделала выводы, в чем могут быть проблемы у моих подписчиков, у гостей канала. Нужно сначала перейти на резиночку 1. Остановимся пока. Значит, самое главное, мы вот открыли видео. Что мы видим здесь, на экране? Вот на экране самого видео мы видим вот такие вот подсказки, которые я создавала для своих зрителей. Вы можете, например, это подсказки, связанные конкретно с этим видео. То есть, например, это видео снято на основании другого видео, возможно, его продолжение, возможно, другие видео, которые тоже по тематике могут помочь для просмотра вот этого видео, что что-то пояснить. Либо это новые какие-то видео, я подсказываю, что есть у меня еще вот такие видео. Подсказки эти, они выскакивают в свое время на экране, но вы их можете открыть в любой момент. Вот этот вот значок вы нажимаете и открываете все созданные мною подсказки для этого видео. Это может вам помочь. Далее вы читаете название. Далее, кто не подписан, может вот здесь подписаться. Нажать на колокольчик для того, чтобы вовремя приходили сообщения о том, что есть новые видео. У каждого видео практически есть пояснение, инфобокс. Находится оно, вот здесь показано, что это видео принадлежит вот этому каналу, а внизу описание к видео. Вот в данный момент описание небольшое. Давайте попробуем открыть какое-то другое видео сейчас. Например, так, вот инфобокс, например, здесь. Мы его, чтобы увидеть все, мы его раскрываем. Здесь внизу я рекомендую видео. Именно что касается этого видео. Например, этот набор рукава, он касается определенного свитера. И этот рукав я вяжу полностью. Не только набор есть, поэтому рекомендуемые дальнейшие видео тоже здесь есть. И ссылки на них. Далее я пишу, например, в инфобоксе, какая пряжа. Часто задают этот вопрос, хотя в инфобоксе эта информация есть. Далее небольшое описание того, что происходит, но это очень коротенькое, оно обычно. И чаще всего именно на основании ваших комментариев я делаю дополнение в этот инфобокс. Для того, чтобы это было доступно, чтобы люди не тратили свое время на письма мне, хотя я всегда отвечаю, чтобы они могли сразу же посмотреть и сделать какие-то выводы для себя из того, что я написала. Так, сейчас я бы хотела снова вернуться именно к этому видео, поскольку именно в этом видео был вопрос. Вот здесь комментарии мы пишем и что-то там написали. Далее смотрим здесь внизу, на нижней планке этого видео, мы видим
Значит, назад, вперед, воспроизведение, остановить. Вот у нас звук, который мы можем уменьшить, увеличить. Далее, вот этот значок, обратите внимание, субтитры. Нажимаете, появились субтитры. У всех моих видео есть субтитры. И чаще всего у видео всегда есть какие-то субтитры. Обычно, если это автоматически создано на русском языке. Отключили. Далее, настройки. Открываем настройки. Был вопрос, что все сливается на экране и ничего не видно. И тут же люди пишут, какие-то другие пользователи пишут, что все прекрасно видно. В чем проблема? Проблема в том, что, возможно, у вас автоматически стоит качество самое низкое, например, 144. И тогда, возможно, все будет сливаться на экране. Я сейчас поменяла качество, вы видите разницу. Я не знаю, видите или нет, потому что запись идет с экрана. Надеюсь, видно. Вы видите сразу же, что все стало размытым. Если вы перейдете на качество хотя бы 480, разницу вы уже ощутили. Ну, идеально, конечно, смотреть на 720 качество, но все зависит от скорости вашего интернета. Часто, если интернет слабый, я перехожу на более низкое качество. То есть, если увидите размытый экран, поменяйте качество. Возможно, что-то изменится. С субтитрами все понятно. Скорость воспроизведения. И такой вопрос был. Так быстро, но не в моем видео, это я видела на другом канале. Так быстро я ничего не успеваю, ничего не понимаю, пишет какой-то пользователь. Просто меняем скорость. Вот сейчас у нас скорость обычная. Вы не успеваете, в таком случае вы открываете скорость воспроизведения и на 0,5 включаете. Возможно, вам, видите, как медленно начинает показывать. Если, конечно, раздражает вас медленная речь, вы можете отключить просто-напросто звук, и все, и смотрите. И тогда вы детально увидите, что происходит. Это касается именно хобби-видео, потому что действительно вам нужно разглядеть то, что происходит детально. Ну и далее аннотации какие-то к видео, вы их можете отключить. Вот я убрала и ушли подсказки. Если у вас отключены эти аннотации, если вы любитель, как у вас есть какое-то хобби, вы смотрите хобби-видео, подключите вот эти аннотации, и у вас появятся вот эти подсказки. Что еще? Это мы посмотрели. Как, естественно, я надеюсь, что как открыть экран полностью, вы знаете. Вот видите последний значок. Открыли во весь экран и прекрасно все разглядели. Есть вот такие значки. Это мини-проигрыватели, то есть в углу экрана будет сейчас. Видите, перешло видео в угол экрана. Что еще? Также можно и развернуть снова. Вот оно вернулось на свое место. Вот таким образом сейчас вот на этот значок, где у меня сейчас курсор, на этот значок нажимая, наше видео сейчас растянется. Видите? Я не люблю в таком виде смотреть, поэтому никогда этого не использую. Лучше уж открыть во весь экран. Я еще пользуюсь историей. История тоже, она показывает, какие я последние видео смотрела. Ну, например, не поставила лайк, поэтому в понравившихся не сохранилось. Не сохранила ни в какую папку на своей странице YouTube не сохранила. В таком случае я могу посмотреть в истории, полистать и где-то найти. Мы видели, вот он, включили, отключили. Но этот же звук мы можем увеличить или уменьшить на клавиатуре, естественно. Есть такие кнопочки в самом верхнем ряду клавиатуры. Здесь же у вас могут быть кнопочки по увеличению яркости экрана. Видите? И по уменьшению. Либо эту яркость вы можете также увеличить или уменьшить, если
нет у вас этих кнопок, вы не знаете, где они. Вот настройки, вы их откроете, эти настройки, и там увидите все. Там увидите экран, система, экран. И, естественно, там будет яркость экрана, уменьшить или увеличить. Но проще всего это делать на клавиатуре, верхней стороне, вверх и вниз стрелочки и солнышко. Еще очень рекомендую хобби-видео смотреть с самого начала и до самого конца. Очень много вопросов просто потому, что видео не просмотрено и не прослушано. Вся информация, например, есть. После задаются вопросы, я отвечаю, конечно, отвечаю. Но, может быть, просто потому, что вот не посмотрели, поэтому и не знаете. И чаще всего, возможно, в самом начале обычно, либо в конце я какие-то пояснения даю. В общем, может быть важная информация. Что еще интересного? В конце видео, обычно, в конце видео, любого моего видео, есть конечные заставки. Они в самом конце, вот, появляются заставки, например, тех видео, которые еще существуют на моем канале. И, возможно, кому-то будут они интересны. Если досмотрите, увидите еще что-то. В принципе, если перейдете просто на канал, вот, естественно, под видео это написано, да, вот, значок моего канала. Вы переходите на канал и можете в разделе «Видео» просмотреть все абсолютно видео, какие здесь у меня есть. Возможно, что-то для вас станет интересным. Я очень надеюсь, что это видео было вам полезным. Для кого-то это действительно очень полезно. Хотя бы просто для того, чтобы как-то улучшить, облегчить вам просмотр, и чтобы действительно было все понятно из того, что вы видите на экране. Всего доброго, ровных вам петелек. До свидания. Вяжем вместе. Марина.